Послушайте, как Путин так аккуратненько выпрашивает переговоры, намекая о том, что время пришло, пора договариваться. У нас уже силы и средства на исходе. Некоторые коллеги уже в своих выступлениях говорили о том, что их потрясает агрессия, продолжающаяся агрессия России на Украине. Агрессия России и не на Украине, а в Украине. Даже Путин признает, что агрессия России в Украине. Да, конечно, военные действия – это всегда трагедия конкретных людей, конкретных семей, да и страны в целом. То есть вы понимаете, он говорит конкретных людей, конкретных людей. То есть вы для него вообще ничего не значите. Просто какие-то конкретные люди, которые обслуживают его в его стране. И безусловно, мы должны думать о том, как прекратить эту трагедию. Интересно, а как он думает о том, как прекратить? Единственный способ прекратить эту трагедию, которым может воспользоваться Путин в любой момент, это взять и вывести войска с территории Украины. Это же просто. Нужно лишь только захотеть, а не разговаривать о том, что я хочу, но у меня не получается сделать, потому что меня вынуждает. Кто тебя вынуждает? Кто? Скажи мне. Кстати говоря, Россия никогда не отказывалась от мирных переговоров с Украиной. Но это такой уже бред. Россия никогда не отказывалась от переговоров с Украиной. Конечно, Россия всегда пыталась навязать на переговорах с Украиной какие-нибудь свои несбыточные мечты. Отобрать какие-то территории. Но такого не будет никогда. Это не Россия, а Украина публично объявила о том, что она выходит из переговорного процесса. И опять Путин врет. Украина заявила в лице Владимира Зеленского, что Украина отказывается вести переговоры с Владимиром Путиным. Но Украина не заявляла, что не будет вести переговоры с Россией. Потому что мы понимаем, что любая война заканчивается переговорами между двумя враждующими странами. И как бы там ни было, Владимир Зеленский это тоже понимает. И он конкретно заявил, что мы отказываемся от переговоров с Владимиром Путиным. Но мы не отказываемся от переговоров с Россией. И более того, был подписан указ, декрет главы государства, запрещающий вести с Россией такие переговоры. И опять ложь. Был подписан указ, запрещающий вести какие-нибудь переговоры с Путиным, но не с Россией. С Россией мы готовы сесть за стол переговоров после того, как режим Путина будет свергнут и после того, как войска будут выведены с территории Украины. Это, надеюсь, всем понятно.